Hi everyone, my name is Dollar. Yes sir, dollar dollar bills, dollar upbeat. Dollar dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Привет! Как дела, Россия? Все ништяк? Спасибо, что пригласили на интервью. Первый же вопрос. Как ты из Сомали переехал в Японию, в Токио? Насколько сложно было жить там первое время? Сталкивался ли ты с каким-то предвзятым отношением к себе, со стереотипами? Лично для меня переезд в Токио оказался не таким сложным, как вы все могли бы предположить. Просто я много путешествовал до этого, учился и жил во многих странах. Это выработало во мне какой-то механизм адаптации, что ли. В Японии нет особых стереотипов в отношении тех же африканцев. Да, на них смотрят с неким удивлением, однако японцы воспринимают всех иностранцев одинаково. Белые, черные, русские, американцы, французы. Для них все это одно, приезжие. 2007. So I came here initially for college. В Токио я оказался в 2007-м, причем случайно. Мне посчастливилось поучиться в местном колледже. После 2 лет обучения я уехал в Канаду, побыл там где-то год, затем вернулся в Швецию, куда мы с семьей изначально переехали из Африки. Там потусил пару месяцев и все-таки захотел опять заглянуть в Японию. Вот так и заглянул на 10 лет почти. А как твои одногруппники, коллеги к тебе относились? Как вели себя? Знаешь, я по натуре такой компанейский, открытый человек. Старался всем улыбаться, всем говорить привет. Да и в универе было много людей из разных стран, из Индии, из США. Молодые, целеустремленные. Так что все друг с другом тусовались, никаких проблем не было. А с языком были проблемы? Японский же такой сложный, при этом сами азиаты вроде бы как с английским не дружат. Но учеба была вся на английском, так что язык знали. Если говорить про Японию, да, в быту с английским у местных тяжеловато. Поэтому я руководствовался принципом «я тут гость», так что должен научиться понимать японцев. Да, было долгое время недопонимания, да, было сложно. Что говорить, я и сейчас очень плохо знаю японский. Помогают жесты, мимика. По-аборигенски, если постараться, можно договориться с кем угодно, знаешь. Плюс японцы очень отзывчивы. Спросишь, как пройти туда-то, они, если видят, что ты ни черта не понимаешь, прям доведут тебя, покажут, как и что. Ну и самое притяжное в японском — это их интонации. Первое время я угорал, как они все тянут гласные. Итак, про учебу мы поняли. Работа. Чем ты занимался первое время в Токио, как работодатели к тебе относились? Во-первых, я занимался рекрутингом, то, что мы обычно называем headhunter, подбор персонала для различных компаний. В этой сфере я вновь столкнулся с огромным количеством иностранцев, так что вполне спокойно общался по-английски. Клиенты тоже в большинстве своем знали English. Плюс добавьте к этому учтивость, вежливость, качество, которое в японской рабочей культуре прокачаны до 80-го уровня. Кайф, одним словом. Затем я ушел в бизнес, мелкими шажками развивался в автомобильной сфере, и в итоге сейчас у меня свое дело. Мы занимаемся экспортом крутых японских тачек за рубеж, а в свободное время веду YouTube-канал. Минутка рекламы. Подписывайтесь на мой канал и Instagram. Всем буду рад. Вопрос, который очень напрашивается. Ты родом из Африки, мусульманин, живешь за 1000 километров от дома, в азиатской стране с совсем другим укладом, культурным, религиозным, бытовым. К чему в Японии тебе было привыкнуть тяжелее всего? Что тебя удивило с самого первого дня? Пусть я и повторюсь, но все же вежливость. Вежливость. Меня впечатляет до сих пор, насколько японцы услужливы. И самое главное, приезжие тоже становятся в этой атмосфере на порядок более дружелюбными. Все следуют правилам. Ни у кого нет даже секундной мысли взять и поступить наперекор устоявшимся нормам и обычаям. И это не страх, а реальная социальная ответственность. Я в шоке, честно. Ну а из бытового — еда. Абсолютный снос башки. Все такое пряное, сладкое и одновременно с этим кислое, но я привык, мне нравится. Ну и раз уж мы заговорили о культурных различиях, не могу не спросить тебя о семье. У тебя жена японка, как вы познакомились? Да блин, рассказывай, каково это познакомиться с азиаткой, а потом и с ее семьей.
So yeah, we are very different, and Да, на первый взгляд мы очень разные. Я из Сомали, жил в Швеции, учился в Штатах и в Канаде. Она из Японии. Чистая удача для меня, что я встретил такую потрясающую девушку. Konnichiwa. Konnichiwa, this is my wife. Знакомство было самым рядовым. Разница в культуре быстро стерлась. Почему? Ну, конечно, благодаря, опять-таки, терпеливости и учтивости японцев. Плюс мы оба открытые, дружелюбные, у нас схожие жизненные приоритеты. Она понимает меня, я понимаю ее. Это самое главное. Понимаю, что выглядит как нереальная киношная история. Но ведь реально расовые, культурные, религиозные различия — это ничто. Главное — любовь. and her family, yeah. Ее родители тоже на 100% приняли меня, кто я есть, чем я живу. Мой первый ужин с ее родителями был нервным, но я сразу объяснил, что у меня с их дочкой все серьезно. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Это сразу сняло множество вопросов. So, maybe in Japan, is it... Слушай, пусть и, возможно, глупый вопрос, но все-таки в японском обществе, где такую большую роль играют традиции, обычаи, нет негласного правила «японки выходят замуж за японцев». I think that applies to everywhere. I think Думаю, как и везде, никаких строгих правил нет. Есть только желательный вариант в понимании японских родителей. people usually, I think parents, Конечно, отдать дочку за японца. Но это не значит, что другие варианты отметаются без вопросов. В Японии я часто пересекался с мультикультурными парами. Они есть. Ты говорил про разницу в культуре между тобой и супругой. На первых порах были какие-то забавные истории, например, связанные с бытом? one funny story is, so as in we Somalian people, we eat. Начнем с того, что сомалийцы с любой едой употребляют бананы. Заедать бананами пиццу, пасту — это нормально для нас. Для азиатов, впрочем, как и для большинства европейцев, бананы — это отдельный продукт. Ну, десерт, что ли. Когда моя увидела, что я ем бананы совсем подряд, она была в шоке. Типа, чё? Ты серьезно? А я ей: ты попробуй, тебе понравится. Я вот суши заедаю бананом, а у нее это глаза из орбит. So shocking to her, banana says that was cute. Yeah, that's so funny, yes. So, anything else? Характер, темперамент. Я по натуре такой человек, что если не нравится или что-то в моем понимании не так, я сразу об этом говорю. Японские девушки, которых всегда учат не быть грубыми, держат многое в себе. Моя жена часто не говорит о чем-то напрямую. Она ждет, копит в себе. Зато потом, в один прекрасный момент, ほら、早く宿題しなさい。もう何やってるのあなたはいつももうほん когда я совершу малюсенькую оплошность, уроню что-нибудь, например, бэнг, взрывается эмоциональная бомба. И мне тут же вспоминают все, что я сделал или не сделал до этого. Something small, like, why did you get so mad? And So, the final question about all of this anti-racial stuff. Последний вопрос о движении Black Lives Matter. Антироссийские протесты, которые начались в штате Миннеаполис, насколько я понимаю, дали о себе знать и в Японии. Как это было? Мирно? Или все-таки были беспорядки? I think it was very peaceful. And Я думаю, все прошло очень мирно, спокойно. Полиция вела себя тоже очень спокойно. Знаешь, дружелюбие у японцев, можно сказать, это закон жизни. Так что протест Black Lives Matter не стал каким-то исключением. Не было никаких проблем. 3000 человек, что, согласись, немало, собрались в центре Токио, в районе Сибуя. Everybody, I think, is attending the people, each other understand, any color, we're just human, doesn't matter the color. And the protest is done right. No one's come here to do any fighting, no one's come here to attack. Everyone's passionate about something, but they're doing it in a peaceful way, and the police are respecting that, the police are smiling. Мы прошли мимо парка Ио-Йоги, сделали один кружок по центру города, и на этом все. Да, полицейские были по бокам, шли рядом с нами. Но они лишь следили, чтобы люди слишком широко не расходились по улице и не мешали перемещению остальных. И это единственное, что просили и зачем следили полицейские. Can you explain what's Мы все going прекрасно on, помним, из-за чего начались протесты в США. Инцидент между афроамериканцем и полицейскими, неудачная попытка задержания. Я видел пару твоих сториз, где ты тоже имел, если так можно выразиться, некоторые терки с японскими правоохранителями. Good morning, everyone. So I have just been stopped by Japanese police. Да, меня один раз остановили. Я ехал на своей машине и, видимо, выполнил неправильный маневр. Не туда повернул. Да и в принципе все.
Я поделился этим видео не потому, что меня несправедливо задержали или как-то притесняли. Нет, я просто хотел показать, как полицейские должны вести себя. Basic duty to protect and serve. No excessive force, nothing. They're here to protect and serve, giving me a ticket accordingly, and I'm following the law. That's how we should be. Dear American police, learn from this. Если сотрудник полиции четко несет службу, уважает других, не пригибает палку, то и к нему относятся соответствующие. Если человек ведет себя как бандит, он очень агрессивен, то да, ты можешь к нему применить силу. Но когда в этом нет ни малейшей необходимости, то лучше не применять, иначе ты потеряешь уважение граждан, вот и все. Как ты в целом оцениваешь все это движение Black Lives Matter, и что ты думаешь по поводу открытой агрессии и беспорядков, которые начались в Штатах? Я думаю, что проблема расизма в США очень глубокая и серьезная до сих пор. И дело не только в убийстве Джорджа Флойда. Инцидент с ним стал просто последней каплей. Когда все решили, хватит, больше терпеть это нельзя. Рабство, расизм в том или ином виде систематически проявлялись в Штатах. В этой проблеме очень много подводных камней. Что касается протестов, их много мы уже видели по всему миру, и многие из них были вполне себе мирными. Но когда это перерастает в агрессию, жуткую, необузданную агрессию, тогда я, конечно, не могу и не буду оправдывать протестующих. Некоторые из них переходят все возможные границы, и это клеймит все протестное движение, каким бы мирным и правильным оно ни было изначально. Однако добавлю еще, что некоторые пытаются развернуть ситуацию с беспорядками в свою сторону. Они говорят: вы только посмотрите, как эти люди ведут себя, они все дикари. Так говорить, я считаю, тоже неправильно. Look at that situation and take advantage for their own benefit.